Всем доброго дня, меня зовут Ксюша. В этом видео я совместила два декоративных материала – шелк и велюр. Как обычно, я уже укрыла все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. В сегодняшней работе нам потребуется 3 вида материалов в зеленых оттенках. Для первого этапа я буду использовать водоэмульсионную краску темно-зеленого цвета. Для второго этапа глянцевый шелк и напоследок светло-зеленый велюр. Для нанесения водоэмульсионной краски я буду использовать валик с коротким ворсом. Беру краску, наливаю в ванночку. Налили краску, набираю на валик, хорошенько его отжав. Главное прокрасить всю поверхность равномерно, без подтеков. Водоэмульсионная краска нанесена. Теперь подождем ее полного высыхания в течение 2 часов. После этого нанесем шелк. Краска наша полностью высохла. Следующий этап – нанесение глянцевого шелка. Наносить я его буду при помощи такой пластиковой кельмы. Беру шелк. Набираю на кельму. Наношу шелк протяжными движениями, не соблюдая какого-либо рисунка. Стараюсь заполнить всю поверхность равномерно. Набираю еще небольшое количество шелка. Теперь возвращаюсь к участкам, которые уже высохли, и добавляю мелких пятнышек, которые потом растираю. Вот таким образом добавили и начинаем растирать. Перехожу на следующие добавленные места и растираю, пока не перестанет липнуть терка. Набираю небольшими участками. Добавляю там, где еще не добавила, всей поверхности и растираю. Добавила и растираю. Глянцевый шелк нанесен, теперь нужно дождаться его полного высыхания. Шелк полностью высох, теперь нанесем сверху островки из матового велюра. Беру велюр, кельму и кисточку.
Кистью мажу на поверхность кельмы тоненький слой. Теперь набираю на пластиковую кельму с металлической вот такими движениями. Несколько раз прижимаю к поверхности пластиковую кельму. Должно получиться вот так. Сначала едва касаясь, потом делаю чуть больше нажим. Добавляю еще с кельмы. Набираю с кельмы еще. Постоянно в процессе нанесения вращайте кельму. Так получите более разнообразный рисунок. Несколько раз можете проходиться по одному и тому же месту, чтобы добавить больше рельефа. Сделали небольшой участок, набираем еще материал. Еще раз наторцовываю на кельму велюр и продолжаю. Велюр сам по себе материал достаточно густой и хорошо держит форму. Добавили по всей поверхности мелких крапинок. Теперь набираю еще велюра на кельму и делаю рисунок с помощью скомканного пластикового пакета. И добавляю рисунок от пакета. Теперь беру маленькую пластиковую кельму и придавливаю рисунок в разные стороны. Продолжаю добавлять пакетом более крупных островков. Пакет разворачиваю в разные стороны, чтобы более хаотично получить рисунок. И приглаживаю. Закончили нанесение декоративной штукатурки. Далее я сниму скотч с краев образца и подведем итоги. Глянцевый шелк с матовыми пятнышками велюра смотрится здорово. Такой вариант декоративной штукатурки отлично подойдет для создания акцентной стены. Зеленые оттенки в интерьере добавляют свежести и благотворно влияют на эмоциональное состояние. Подобная финишная отделка стен станет хорошим выбором для декора гостиной или спальни. Сочетание глянцевого и матового материала добавляет поверхности объем и фактурность. С близкого расстояния мелкие крапинки велюра смотрятся очень интересно,
а в общей картине служат переходом от глянцевой основы к самым крупным, хорошо заметным островкам. Рисунок велюра хорошо читается и снижает общий блеск мокрого шелка, но при этом не затемняет его, так как наши крапинки и пятнышки выполнены в более светлых тонах. На примере этой декоративной штукатурки хорошо видно, как ведут себя подобные отделочные материалы при том или ином освещении. При ярком свете поверхность отражает лучи и рассеивает их вокруг себя, заполняя все пространство помещения. При этом сам декоративный материал значительно светлеет, а цветовой контраст и насыщенность зеленых оттенков снижается. Когда интенсивность освещения падает, цвет зеленого шелка насыщается и оживает. Оттенки зелени становятся глубже, проявляется узор из островков более светлого, мягкого велюра. Обязательно учитывайте эти особенности материалов при выборе финишной отделки стен. Подготовка стен под такой тонкослойный декор требуется очень качественная. По классификации Knauf это Q3, в идеале Q4. Глянцевый декоративный шелк подчеркивает все мелкие дефекты поверхности, сколы и даже царапины, которые на первый взгляд не видны. Поэтому перед работой стоит выключить основное освещение и при помощи фонарика, свет которого направлен вдоль стены, проверить поверхность еще раз. Если что-то упустили и глянцевый шелк проявил дефект, то постарайтесь замаскировать это место во время второго этапа. Так будет менее заметен скол или неровность, но легче вовремя воспользоваться фонариком и шпаклевкой. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Удачи вам и здоровья! До новых встреч на канале Креативный слой.